Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня выпускаю видео, как мы обслуживаем наших моделей-клиентов. Это обычные люди, обычные клиенты, которые приходят к нам на обслуживание. И как мы работаем с ними, как мы обучаем наших студентов и что в итоге мы слышим от наших моделей. У меня здесь есть возрастные такие вот всякие штучки. Их как бы замаскировали. Впереди можно покороче. Длину тоже убрать, конечно. Видите, я заросла совершенно. Как давно вы стриглись? Месяца 3 или 4 даже назад, еще весной. Вот. Ну, чтобы красивая была, модная, элегантная стрижка. Так, 3 месяца назад. Вас та стрижка устраивала, которую вы подстриглись Да. 3 месяца назад? Да. Устраивала. То есть нам надо что-то в этом роде и сделать. Ну, в этом роде, да. Я вам сказала, что, в общем-то, я бы хотела. Почему я говорю про то, сколько человек назад времени стригся? Потому что сейчас мы должны найти прямые, чтобы понять, что это за стрижка, и посчитать назад примерно 3 сантиметра, чтобы понять, что человеку надо стричь. То есть, по сути, вы видите, что я даже название этой стрижки не могу сейчас сказать. Дело в том, что мы название учим не для того, чтобы... будут решать? Нет, пока. Название мы учим не для того, чтобы потом... Хотите убрать, да? Конечно. Не для того, чтобы потом говорить клиенту, что вы хотите? Вы хотите сессом, вы хотите каскад, вы хотите то, то. Что такое каскад? По лесенке что-то? Ну, по сути, у вас каскад и есть, просто он тоже бывает разный. Да? Опять же, вернемся к разговору с клиентом. Она говорит, мне нравится моя предыдущая стрижка, подстригите меня так же. Мне это... То есть все, вы от себя вот эту вот фантазию можете убрать. Самое главное понять, что было у клиента. А чтобы понять, вы должны вычесать в теменной зоне прядь и найти прямую линию. Есть такая, ну, прямой ее особо не назовешь, но она есть. Видите? Да. То есть теоретически в этой зоне у нас под сколько градусов было подстрижено? Под 90. Теперь вычесываем в шляпной зоне. Что мы видим? Вот хорошая прямая линия. Видите? Видно, да? Тоже что? Под 90. Видно? Теперь вычесываем вот здесь, в нижней затылочной зоне. И находим тут прямую линию. Есть такая? Есть. Замечательно. Что? Какой вывод из этого? Это каскад под 90 градусов. Причем то, что я тут вычесала, это еще одно дело. А второе дело, вы видите, что окантовка у нас здесь интересная. Видите, какая окантовка интересная? Здесь коротко, здесь видите, что точка вот эта соединена вот с этой точкой, а не вот с этой. Все видите? Прям резко уходит, как бы, ну, по сути, как будто бы это косой висок, да? Вот это единственный минус здесь. Теоретически, вот это нельзя так было. Вот, смотрите, вот. Слишком. Поэтому теоретически что мы должны сделать? Мы должны убрать вот этот небольшой недочет. Каким образом? Мы, естественно, длину сейчас убираем. То есть, опять же, мы будем сейчас работать с окантовкой в первую очередь. Вот такого плана моменты, знаете, из-за чего происходят? Из-за того, что не сделана сразу окантовка. Не сделана сразу. И если была бы сделана сразу окантовка, вот этого бы не было. В основном все стригут вот так, снизу вверх. А потом в конце, что осталось, кантуют. Это неправильно. Надо обязательно сделать сейчас окантовку полностью по всей голове. Потом мы вот эту часть, конечно же, стрижем, но когда мы подходим к очень важному месту, как окантовка, мы потом вот тут вот ее видим уже готовую и сравниваем. Понимаете, то, что мы вот здесь настригли. А вот это пальцем в небо. Здесь человек просто реально ни на что не ориентировался. Он здесь просто подстриг под 90 градусов. Видите? Он вообще не заморочился здесь. Знаете, как бывает? Так как вот здесь вот
мало волос, и они тонкие, их мало, кажется. И вообще, когда вот так вот вычесываешь, почему здесь много таких проблем? Вычесываешь, здесь вообще вот эта окантовка выходит в виде вот каких-то 3-4 волосинок. И у всех такое желание, ну что тут 3-4 волосины, мешаются нам. Понимаете, раз и убрали. А на самом деле эти 3-4 волосины, когда лежат в куче вот в этой массе, они делают эту окантовку. Что мы делаем? То есть мы определили, здесь 90, здесь 90, здесь 90, везде 90. Все, никаких вопросов нет. Берем над виском и параллельно краевой линии роста волос отделяем вот таким образом. Тем более, вы слышите, что клиент говорит? Мне надо, чтобы вот здесь все прикрывало, то есть вот это вообще на вот именно на эти участки и надо обратить внимание. Так, все. Пока с клиентом поговорим. А вы как укладываетесь? Просто знаете, почему я спрашиваю вас? Вот у вас сзади вот такой вот мысик. Вот, чтобы шапочку делать, надо, чтобы там как можно ровнее была вот эта длина. У вас прям вот хвост вот такой. Я не знаю почему, кстати. Не знаете? Я Вы не знаю. заказывали такую Нет, стрижку? нет. Я не знаю, я сама когда предчувствую, почему я пришла к вам. Думаю, надо как-то этот хвост убрать. А, то есть мы его убираем? Да, Отлично. конечно. Я не знаю, почему он образовался. А я вам отвечу, ребята, знаете почему? Потому что стрижка начинается в большинстве случаев у людей не с окантовки, а даже сверху может начинаться. То есть вы должны задавать основные точки. Вот видите, человека не устраивает вот этот хвост, а на этот хвост сориентирована вся стрижка. Нет, с того места начинают работать. А челку какую мы должны с вами сделать? Мы открываем глаза или Да, нет? открываем. Насколько? Ну, так, чтобы не падали до бровей или там чуть ниже, может быть. Чуть ниже бровей рекомендую. Вот сейчас мы стрижем стрижку. Называется стрижка «Клиент пришел и сказал». Название этой стрижки знаю только я. Понимаете? Клиенту это ни о чем совершенно не говорит. Вообще. Мы сейчас находим все точки и их просто соединяем. От клиента вообще не надо добиваться, как это называется. Это бесполезно вообще. Так, теперь смотрите, что мы должны сделать. Мы должны сделать определенные точки. То есть это затылочная зона нижняя, длину делаем, над ухом и длину челки задаем. Нет, вы прям знаете как, тычите пальцем клиенту в спину. Да. Я могу тоже, да? Когда... Конечно. Ну, я не знаю. Ну, давайте. Так, нет, это, наверное, немножко больше. убираем, правильно? Нет, больше уберите. Больше. Чтобы были немножко короче, но не совсем под, как говорится. Стрижем, окантовку не переживаем, в свободном падении, с нулевой оттяжки. Стоп. Смотрите, теперь учу вас, как стоять. Никогда не наклоняйтесь над клиентовскими волосами. Вы должны стоять вот так. Потому что, во-первых, у вас нагрузка, вы спросили? Да. Если вы будете вот так стоять, у вас нагрузка сумасшедшая на позвоночник. Это очень много людей так стоят. Заглянуть под пальцы, Да, чтобы ровно а отрезать. теперь обратите внимание, когда стригут опытные мастера, никто вот так не заглядывает. Никогда. Наоборот, ты как бы стоишь, Откинувшись. Да? назад должен. Во-первых, ты должен это все оценить со стороны. И спину назад прям. И вот эта выправка, она вообще в дальнейшем для клиентов будет говорить, что вы, в принципе, уже давно работаете. Вот тут будете сидеть, это значит, вы только начали. Ну, согласитесь, правильно? Я совершенно, я слушала вас уже тут больше часа, все правильно. Вы хороший мастер, сразу видно. И хороший педагог. Вот слышали, дети? Да. Так Хороший это нормально, педагог. да, взял? Все понятно. Не страшно, вот даже если вы взяли много, не страшно. Так, без суеты, не семеним, вот. Все, вы? Можно чуть короче, мне кажется. Да, вы знаете, Покороче.
Может быть, даже и покороче, Поднимать, потому да, что да. там Вот, сколько, стоп. Вот так. Вот так, да. сколько сантиметров вы срезаете? Ну, вы знаете, там хвост у вас, он как бы сам по себе Да, живет, да, и да. примерно сантиметров 5 мы срезаем. Вот и хорошо, правильно. Все, давайте. Вот эта длина у нас вообще, честно сказать, она здесь критическая. Нам даже ее, по сути, как бы вот впритык хватает, так скажем. То есть, по сути, мы ее не будем особо трогать. И как мы выйдем в нее, чтобы у нас, вот опять же, не убрать вот этот кусок, который здесь был выстрижен, мы будем сейчас идти ровно сюда. Здесь у нас будет вот так ровно. И ориентир вот этой пряди будет на вот эту. Но мы себя обезопасим от вот этих вот проблем. Пробелы, конкретный пробел, видите, да? Поэтому мы окантовку здесь делаем просто ровную до сюда и туда, как будто это коры. Поехали. То есть вот это называется интеллектуальные стрижки. Вы думаете и обсуждаете с клиентом, что ему нужно. И сами уже анализируете, что вы будете делать. Все зависит от 5 точек. Точка 1, точка 2, точка 3, там точка 4 и точка 5. Все. Что он вам сказал, все, и надо дальше продолжать. Так, теперь отчесываем челку вперед. Тоже вот эти вот 2 У меня сантиметра. вихры. Вихры? Да. Где? Ой, да вот. Видите, Вот пробор. этот вихор я Пробор у вижу. меня только здесь сам распадается. И где-то здесь тоже есть. Ну, в общем, Я вижу. Так, смотрите, вихры. Между прочим, я вам... мне не мешает. Вот я хотела вам комплимент сделать. Вот в вашем случае вихор очень удачно расположен. Посмотрите. Как раз пробор. Он расположен замечательно. Пробор. И челка не нуждается в постоянном поднимании, так скажем. То есть сам вихор поднимает именно в этом месте челку, и она, в общем-то, замечательно лежит. Это как раз тот случай, когда вихор это хорошо. Так как вихор, мы без фанатизма на весу определяем с клиентом длину. Клиент сомневается. Мне, пожалуйста, по брови чуть ниже бровей. То есть человек не знает, как лучше будет. Вот я немножко увлажнила. Вот просто призываю вас обратить на это внимание в дальнейшем, потому что это грубейшие ошибки по поводу вот этих закруглений. Видите, вот контрольная прядь? Видите? Вот она одна. И самая длинная какая? Видите? Что я делаю? Я просто скользящим срезом, вот так, не вычесывая себе на руки, не вычесывая. Если вы вычешете, вы не сможете все равно вот это все вот срезать так, как надо. Вы должны это срезать в свободном падении. Вот этот угол буквально надо убрать. Ножницы на градусов на 80. По сути, вы моделируете стрижку сами с учетом вот этих вот желаний клиента. Все. Даже достаточно вот этого закругления. Теперь ту сторону. Так, видим, да? Что нам надо? Вот этот уголочек всего лишь убрать. Вот совсем чуть-чуть. Вот так вот и пришли сюда. Все. Так, теперь, значит, клиент нам говорит, я хочу немножко пышную макушку. Правильно? Да. Что мы делаем? Мы с клиентом начинаем вот эти все поиски пышности макушки. То есть больше 8 сантиметров макушка уже не будет пышной. То есть 5, 6, 7 сантиметров это еще пышная макушка. Вот примерно вот такого размера макушка будет еще пышной. Опускаем эту макушку и смотрим, докуда она у нас доходит. Вот, ну, давайте, то я прям много взяла с макушки. Вот. И смотрим, куда она у нас приземляется. Вот она где-то. И смотрим, какая у нас тут вот длина и вот получается наша макушка. Видите? Что я делаю сейчас? Я поднимаю вот эту длину и вот эту макушку. Можете чуть-чуть
И ищу параллель. Вот сюда. Ага, стоп, вот. Видите? Видно хорошо вам? Вот. По сути, смысл стрижки будет вот такой весь. Понимаете, какой здесь должен быть угол? Примерно 90 градусов. Мы делаем вот здесь себе заготовку. Прям вот так вот по кругу. Вот, сделала большую такую хорошую заготовку, да? Все, у нас уже видна макушка, смотрите, вот я себе ее сделала, и я вижу уже, поднимается эта длина или нет, видите? То есть я ее сбиваю, так это называется, руками, и смотрю, как она распадается, и что тут вообще происходит. В общем-то, я должна сказать, это самая короткая длина, которую мы можем здесь сделать. Все, короче, не вижу смысла. Замечательно лежит макушка, вы видите? То есть она и не торчит, и лежит хорошо. То есть мы к этому должны тогда и прийти. Теперь делим волосы, затылочную зону на две части. И точно так же, как женскую классическую стрижем, ориентируясь на центр. Смотрите, что я сейчас сделаю. Вот так вот. Я эту зону подстригла, и вот это уже у нас подстрижено. Из этой зоны выделяю по вертикальному пробору волосы и. Видите? Что я делаю? Я вижу две, видите, на мне или не видно? Раз. За 2 шага это надо сделать. И 2. Понимаете? То есть я это уже с клиентом обговорила, вот это я обговорила, все, вопросов нет больше. Можете и продолжать так стричь. Вы видите, что это очень хорошо все видно. Прям вот такими проборами. У вас верх уже есть, и у вас есть хорошо просматриваемый низ. Видите? Можно другим способом, как женскую классическую мы стрижем. Ну вот мы сейчас стригли. Горизонтальными. И так, вы не ошибетесь. В любом случае это будет все правильно. Это вообще, видите, уже очень быстро стрижется. По большому счету, вот все. Вот в чем проблема с висками. Ладно, мы там дошли до сюда. Вот в этом месте, верх у нас известен, вот он. А вот где виски, вы видите, что там очень тонкие волосы. И на них очень мало внимания кто обращает. Смотрите, это пушковые буквально волосы. Видите? Это очень большая ошибка, на них не обратить внимания. И по сути их срезают. Когда я вам говорю, мы выделили волосы, не срезайте все, что вы выделили. Срезайте только то, что лишнее между этими двумя участками. Понимаете? Вот здесь очень важно будет просто этого не сделать. Вот и все. Если сейчас продлить вот сюда, вот эту зону, вы можете в круговую подстричь, это все легко. Низ у вас уже есть, верх у вас уже будет сейчас. И вы спокойно подстрижете просто в круговую. Как в женской классической. У нас макушка есть, видите? Макушка есть. Продлите ее, да, ее можно продлить. У нас уже есть челка. Давайте ее продлим, посмотрите, какая будет картина. Видите? Вот идет вот такой уклон. Сделайте такой же уклон, ничего страшного. Это будет как бы в черновую. Вы сейчас подгоните под вот эту макушку. Смотрите. Вот это черновая, и по сути вот я сейчас уберу просто треугольник. Видно? И ориентир на что? На уже готовую окантовку. Видите?
То есть вообще никаких проблем нету соединить, если у вас уже готовы эти зоны все. Видно? Да. Как вы эту стрижку назовете? КПС она называется. Клиент пришел и сказал. Понимаете? То есть это непонятно, что за стрижка. Человек хочет, нет, так, мне здесь вот так, здесь вот так. Все. А вы скажете, я такую не учила. Идите отсюда, да? Так же нельзя делать. Это же неправильно. Иногда клиент говорит, хочу, чтобы было красиво. Сделайте Это мне да, красиво. ну, естественно. Но в любом случае у вас должно быть пожелание. У клиента в любом случае есть пожелание. Красиво, но не делайте мне вот то-то не делайте, вот это мне не делайте, и вот это мне не делайте, а остальное делайте красиво. Все равно пунктики свои есть, понимаете? И нельзя на это закрывать глаза. Вы поняли, что я сейчас сделала? Я сделала в теменной зоне вот эту вот контрольный ряд, я его сделала. Могу его шире сделать, чтобы вам легче было, чтобы рука там вот здесь вот вертикально, вы могли все буквально забрать в себе в руку. Вот это называется интеллектуальные стрижки, где вы обсуждаете с клиентом все длины, и уже с учетом вот этих длин вы его стрижете. Понятно? Не так, как вам надо что-то там отработать. Вы отрабатываете типовые стрижки для того, чтобы вы понимали, в чем у них разница может быть. Понятно? А работать в салоне вы будете все равно по-другому. Вот эта техника Big Step она называется. Вот в салоне все работают по Big Step, вот где нет вообще вот этих всех заколочек. Понимаете? В салоне так не стригут. В салоне вот так стригут. Вот я общаюсь с клиентом, обсуждаю с ней все зоны. Ничего не закалываю. Если мне это не мешается, я ничего не закалываю. Наоборот, вы видите, что я одновременно работаю со всеми волосами. Потому что я должна видеть, сейчас я вот эту зону вот так вот отчешу, я вот сейчас вот здесь вот ее так вот подстригу, к примеру, вот просто наугад, и смотрю, как она тут вот у меня вот опустилась, вот эта прядь. Понимаете? Да, понимаю. Ура! Понимаете, вот в чем важность. Сама фишка профессии – это вот это все использовать. Вы должны видеть прядку, вы должны, вот я ее сейчас подстригла, хорошо, здесь она у меня под 90 по отношению к полу. Сейчас я ее вот сюда опускаю, и я вижу, что вот эту зону, вы видите, что мы ее уже подстригли по факту. Ее даже не надо ничего делать, видите, как здесь? Потому что я подстригла теменную зону, и все, и по сути, вот. Окантовка, видите, выпадает у меня из пальцев, вот она, вот, выпадает, выпадает, выпадает. Я ее больше не трогаю, даже упаси вас Бог ее тронуть. Все, вот эта часть у нас уже готова. Только потому, что я вот эту часть подстригла и окантовку подстригла. Между ними какой-то крошечный треугольник образовался. Что остается сделать? Убрать вот этот вот кусок. Понимаете? И то я вот просто вам рассказываю. По большому счету, уже теперь это все очень понятно делается. Так, смотрите, какой у нас хороший висок получился. Вы видите? Во-первых, объем появился. То есть при укладке, сейчас мы вот этот вот кусочек убираем, это все вот так вот ляжет. Кстати, такую стрижку очень удачно можно укладывать снизу вверх. Вот так. Вот именно вот эта стрижка, вот именно вот так и укладывается. Если обращали внимание, назад, так вот это все. Еще пришла модель. Сейчас? Да. Ну, пусть подождет чуть-чуть. Вот, смотрите, видите опять? Видно же уже, она такая прям мощная и очень хорошо видно. Вот, просвет. Вот, главное не спешите. То, что я стою, смотрю, это не говорит о том, что вы вот так вот должны вот так вот делать. Быстрее вычесать, вот как-нибудь там вот так. Нельзя этого делать. Наоборот, медленно ведите. Медленнее, медленнее, медленнее. А я медленнее. просто это... Вот, стоп. Да, всё. Вот, нашли, видите, несложно же. И их не стригите, а стригите по над ними. Ну вот, да, всё Да, правильно. да, да, да.
стрижем, смотрите, сам срез немножко все время уходит назад. Не вот так, как трава косит, знаете, вот дык-дык-дык-дык, вот он идет. А вот стрижем и совсем чуть-чуть назад ножницы. Вот, отлично. Главное не стричь те, которые нам нужны. На что мы ориентируемся. Вот, 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 назад чуть-чуть. Вот этот кусок надо убрать вверху. А, вот это который, Да, да, да. Пальцы, смотрите, старайтесь параллельно вести среза, линии среза. Линия среза у нас идет все равно чуть под углом, вот так. И вы пальцы, вот эту ладошку от головы, вот так. Как еще можно стричь? Вот как бы вы эту стрижку стригли, если бы мы сейчас это не разбирали? Вот просто теперь вернитесь в теорию свою. Как мы бы ее стригли? Ну, начали с нижней затылочной зоны, и да, ну я вертикальными приборами по 90 градусов все постригала. Не знаю, я постригла рядами центр вправо, центр влево, там наверх, с этим, там, Да. с оттяжкой, А теперь самый ключевой вопрос. А что бы вы делали с макушкой? с макушкой. Да, вы должны ее были сразу определить. Нельзя просто так снизу стричь. Понимаете, в чем ошибка? Вы знаете, я очень много видела мастеров, даже на ютубе, они не стесняются этого даже. Они стригут снизу, не определив вверх. Они стригут и говорят, вот я тут должна вот так оттянуть руку, вот я ее вот на таком уровне должна оттянуть. И потом она такая раз к макушке, ой, а макушка у нас получилась, может быть, не такой, как мы хотели, не шапочка, но ничего страшного, понимаете? Что люди, мастера, они даже порой не зацикливаются на том, что это надо соединить сразу. Ты к этому должен прийти, ты должен, в итоге вся стрижка должна прийти вот к этой части. Они наоборот, а они делают наоборот, они стригут. Начинаем отсюда, а сюда что уж получится. Вот так это все выглядит. И таких, кстати, обучающих роликов просто тьма тьмущая. Начинаем снизу и пошли вверх. А челка это вообще отдельная песня. Это типа такого, что вот порой даже недооценивается ее значимость челки. Люди не понимают, что от челки зависит вот эта зона. От челки зависит. Ты ее в любом случае, хоть она у тебя вот такая, хоть она вот такая, хоть какая, ты ее в любом случае должен вот здесь соединять. Понимаете? Хоть какой-то длины волос. Ну не каре, конечно. Каре там особо ничего такого нет. Вот уже почти все закончил. Молодец. Вот вообще, видите, пару раз я обратила внимание, что он делает. И он делает правильно. Пусть он как бы там суета какая-то в руках, но смысл понятен уже. Ему точно. Вы должны понимать, что очень много техник стрижек. Но вот эта стрижка, вот эта техника, она называется интеллектуальная. Вот по этой технике стригут уже опытные мастера в салонах. Смотрите, вот смотрите, как легко дальше продолжается вот даже височная зона, которая, как правило, ну, сложная всегда. У меня есть верх, у нас уже есть низ. Вот смотрите, что мы здесь наблюдаем. Прекрасный, замечательный треугольник. Видите? Он такой четкий, что просто надо быть совсем уж глупым человеком, не увидеть его. Однозначно вы его увидите. Видите? Какой красивый. Мощный. Видите? Вот я вам должна сказать, я очень долго объясняла эту стрижку, а стричь ее сколько времени? Минут 20. Понимаете? Минут 20 и все так. Так, ну сейчас я ее быстренько проверю, но вы можете стоять. Что я делаю? Я сейчас проверяю. В любой зоне я примерно знаю, какая у меня должна быть линия среза. Линия среза здесь 90. Теоретически явных каких-то выступающих волос, если они есть, мы их убираем. Явно выступающие. Видите, практично это считается вот на белом фоне. Вот, ну могу просто вот с фанатизмом к этому отнестись. С фанатизмом всем понятно, что означает слово.
То есть с ума сходить из-за 2 миллиметров вообще не надо. Видите, какая погрешность? Это просто перфекционист, если человек, то можно, конечно, там помучиться, что-то сделать. А по факту просто надо проверить, чтобы не было явно выпирающих волос. И это легко все делается, очень легко. Big Step Forever, однозначно. Только по этой технике можно реально стричь. Я должна вам сказать, придя в салон, или вот домой кто-то там из ваших там родственников придет в салон, а повычесывайте ему вот так вот пряди. То, что мы сейчас с вами тут находим, это цветочки по сравнению с тем, что может принести человек из салона. Понимаете? Вот это считается уже наиточнейшая стрижка. Вы видите, что происходит? В какой бы зоне, под каким углом бы я теперь не отчесала, у меня всегда ровная линия среза получается. Хоть так отчешу. Вот отчесываю. Линия среза всегда уже ровная. То есть можно вообще замучить человека, вот так вот сидеть, отчесывать. Я вам просто наглядно показываю, что даже вот таким образом человек, который вообще не стриг, вы же не стригли, он подстриг одну из самых сложных стрижек в принципе. Если ее так вот не объяснить, как ее стричь, ты будешь просто думать, что это вообще не твое. Потому что вот в этой куче, без закалывания этими зажимами, не сообразишь вообще, на что ориентироваться и что зачем. Согласны? Big Step Forever? Однозначно. Вот и все, стрижка готова. Человек скажет, все, да, замечательно, все хорошо, давайте сейчас посушим. Да, мы можем посушить и только после этого профилировать. Понятно? Поэтому мы сейчас быстренько волос собираем, сейчас мы немножечко вас уложим и протушуем. Давайте бегом.